кушать щи. Тебе нужны щи? Что ты мне скажешь? А, Стелла? Или ты пришла мне помогать? А, ты пришла показаться, какая ты красивая? Моим друзьям? Ну, посмотри в камеру тогда. Покажись, какая ты у меня красавица. Вот она я. Вот, любуйтесь на меня. Да, Стелла? Ой, ой, ой. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу вас... Сегодня я хочу приготовить щи. Простые, не с квашеной капусты. Конечно, есть щи из квашеной капусты, есть щи с грибами, с добавлением. Ну, есть даже рыбные щи. Но обязательно, чтобы там присутствовал петух. Но мы, конечно, до такой степени не будем извращаться, а просто приготовим обыкновенные щи с курицей на курином бульоне, с куриным мясом. Вот у меня свежая капуста, я ее порезала. Вот так вот. Режу я поменьше капусту, только из-за того, чтобы она потом не свисала с ложки, и когда ешь, она не брызгала, а просто спокойно можно было есть. И не было никаких проблем с этим. Овощи у меня практически все домашние. Практически. Капуста покупная, лук покупной. Картошка, морковка, помидоры, перец болгарский. Это все у меня заготовка с лета. Я все, что вырастила в своем огороде, я все заготовила на зиму. Ну что, приступаем. Так, нам нужно сейчас... Здесь у меня бульон с курицей. Я включаю. Пусть он начинает закипать. А тем временем я нарежу картошку. Кастрюля у меня небольшая, поэтому беру 2 картошинки небольших. Вот доска ездит, видите? Ездит доска. Ну, чтобы она не ездила, сделаем вот так и вот так. И все. И я режу, никаких проблем. Начнем. Картошку я нарезаю кубиками. Тоже мелкими, не крупно. Во-первых, быстрее приготовится картошка. А здесь будем говорить, важно мясо и картошка, чтобы было приготовлено быстро. Самое дольше всего готовится. Так. Ну и вот такими кубиками. Вот кубики, видите, какие? Мы нарезаем всю картошку. Картошку я нарезала. Нарезаем лук. Тоже мелкими кубиками. Хвостик. Очень удобно держаться за него. Я до такой степени привыкла уже, что у лука должен быть хвостик. Это еще с моего детства. Когда лук в руках не разъезжается, сама луковица держится. А это просто выкидываешь. Потому что ты его почистил, помыл, и он чистый. Лук мы режем для зажарки. Чесночок вот такой вот возьму. Не тереть ничего не буду, просто мелко-мелко порежу. Он тоже у нас пойдет в зажарочку. Будет ароматный. Все.
Ну, морковка у меня уже потертая. Я просто возьму, легонько отломлю и положу обжариваться. Здесь у меня помидоры просто перекрученные на мясорубку. И вот в таких контейнерах очень удобно хранить. Они друг на дружку встают в морозилочку. Потом нужно, достал. Стараюсь налить столько, чтобы было на одну порцию, допустим, супа. Я всегда варю в небольших кастрюлях, когда наша семья дома. А если нужно что-то где-то побольше, то, значит, ну, достаю, ну, 2-3 там, смотря сколько вам нужно. Ну и перца также. Болгарский перец. Он вот так вот хорошо вытаскивается. Вот он весь. Все эти контейнерки пока так вот оставляем. Ну и берем сковородку и делаем зажарку. Масло наливаем столько, сколько вам хочется налить. Ну, а так где-то вот примерно 2-3 столовых ложки растительного масла наливаем на сковородочку. Помню, раньше в детстве бабушка у нас супы никогда не поджаривала, поджарку когда делала на супы, никогда не добавляла растительное масло. У нас были свои свиньи, куры, и, естественно, это все резалось, все перерабатывалось, и у нас был и куриный жир, и свиной жир. И супы были такие ароматные на свои куры, свиньи, как бы мясо свиное. И в основном, конечно, делалось с куриного жира. Вот она его перекручивала через мясорубку, в казане она его топила, зажарки откидывала, процеживала, ставила в баночки стеклянные, тогда не было ни пластика, ничего такого, как бы было стекло. Стала в стеклянные баночки, они остывали, она убирала в холодильник. Сколько надо, подошла, ложечку взяла, обжарочку сделала, и замечательно. Ну, сейчас все привыкли уже на растительном масле жарить. Или вообще не жарят многие. Ну, это ваш вариант. Как вам хочется, конечно. Можно вообще лук, морковку не обжаривать и все это засыпать прям в кастрюльку. Все, кидаем картошку и отправляем лук. У меня вот тут закипела вода как раз. Вот. И отправляем лук тоже на сковородку. Немножко убавить надо сильно. И вода, кругом вода. Так. Все обжаривается, пусть потом закинем морковку. Протертые помидорки. Если нет протертых помидор, не беда. Это вообще не критично, когда нет помидор. Может, есть томатная паста. Томатную пасту можно добавить, также обжарить ее с луком, с морковочкой. Обжарить и добавить. А можно вообще без томатной пасты это сделать все. Так, ну что больше не нужно. Это вот сюда берем. Кстати, капуста, которую я делала на канал. Ой, очень вкусная. Очень хрустящая. Получилась капуста. В среднем где-то одна морковочка пойдет. Вот морковка, видите, замороженная на вот в таком виде получается. Все, закидываем морковку.
Там у меня размораживается мясо на гуляш, чтобы на ужин сделать гуляш. Это я убираю в морозилку. Практически прямой эфир получается. Так, и тут чуть-чуть протереть. Все, смотрим, чтобы зажарилось. Лучок, морковочка, чтобы поджарочка была такая хорошенькая, до золотистого цвета. Ну, картошка у меня уже закипела. Но ей все равно минут 10-15 надо будет вариться. Пока что сделаем поджарочку томатную. Прикрученные томаты. Ой, чуть не убежали. Наверное, сами уже хотят бегом в сковородку. Вот сюда отправляем. Газ я сейчас убавлю, сделаю потише, чтобы за это время помидоры растаяли. Убавила совсем, убавила чересчур. Ну все. Вот так. Здесь немножко тише делаем, убавляем, чтобы картошка не сильно прям уж бурлила, кипела, чтобы не убежала. Так же, как помидоры хотели убежать. А тихонечко делаем, пусть потихонечку варится картошка. Хлеб, который готовился трубями. Ну, вкуснятина. Я не могу оторваться от капусты, такая вкусная. Перекур с дремотой. Картошка у нас уже почти дошла до готовности. Сюда. Сейчас опустим капусту. Чуть-чуть. Опускаем капусту. Сейчас посмотрю, сколько мне ее надо. Той капусты. Ну и все, достаточно. У меня еще даже осталось. Не беда. Так. И сразу отправляю перчик болгарский. Так, все варится. А здесь вообще медленный огонь. И вот оно потихонечку у меня тушится, потому что помидоры жидкие, они растаяли, не испарилась влага на медленном огне. И оно получается как подтушивается это все. Здесь я прибавляю немножко газа, потому что перец мороженый холодный. Можно сделать такие же щи вегетарианские. Сварить не на мясе, а на воде. Не поджаривать, а просто кинуть тут же морковку, тут же лук, тут же чесночок. Просто сварить. А специи уже, конечно, смотреть сами.
Кому какие нравятся, я использую лавровый лист. У меня тут смесь пряных трав и черный перчик. Вот такая красота у нас получилась. Это поджарочка. Видите, какая красивая морковка, лучок. Все поджарился очень хорошо. Капуста готова. Картошка готова. Отправляю поджарку в кастрюльку. Все перемешаю. И добавляем. Лаврушку я надолго не ложу. Буквально пока оно все это покипит. Перчик черный, свежемолотый. По вкусу. Кому как нравится. Ну и смесь. Где-то чайную ложечку. Чересчур сильно кипит. Вот так. Сейчас минут 5 покипит. И щи готовы. Ну вот, прошло 5 минут. Здесь у меня замороженный укроп домашний. Вот так вот ложечкой. Кидаю укропчик для вкуса. Перемешиваю все это дело. И выключаю. Закрываю крышечкой. 2-3 минуты стоит. И можно приступать к обеду. Щи получились очень ароматные. Аромат обалденный. Сейчас мы с вами попробуем. И щи у меня получились наваристые, вкусные, ароматные. Вот плохо, что камера не передает этот аромат. Но это очень вкусно. Горячие, очень горячие. Только что с плиты. Очень вкусно. Готовьте, готовьте с любовью, готовьте на здоровье. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Все приветствуется. До свидания, до новых встреч. Ну вот, видите, команда ждет, когда им достанутся косточки супчика. Ну все, кушать кто будет? Блэка. Вот, стоило позвать только одну Блэку. Ну все, давай, Мухана, это тебе. Приорик. Ну придешь, я тебе еще дам. А это Блэки. Блэки нельзя, у нас такие косточки есть, поэтому она съедает у нас хрящики, шкурочки и все остальное. Сейчас Приорик я тебе дам. На, Приорик. Блэки у нас домашние. О, самое главное, бандерша пришла. Но тебе ничего не досталось? Ну, Блэк.
Все, вы поели? Муха доедает. Все, приятного аппетита вам. Дождались вы своего, дождались. Ну, конечно, конечно.